Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся актуальной информацией на 10 ноября 2021 года. Поговорим о том, что за сегодня такое христианское торжество Параскева Пятница. Что обязательно нужно сделать, почему именно в этот день можно попросить и здоровья, и попросить исполнить то или иное желание именно у Параскевы 10 ноября. Также поговорим о том, что можно, что нельзя делать в этот день. Обратите внимание на запреты, которые были у наших предков. Ну и, конечно, уделим внимание лунному календарю. Все это детально далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Обязательно включите уведомления и колокольчик. Также обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, народные приметы на 10 ноября. Итак, 10 ноября в народе праздновалось народно-христианское торжество, которое называлось Параскева Пятница. А вот православная церковь в этот день почитала память святой Параскевы, имя которой стали соединять с именем богини Пятницы, которая покровительствовала женщинам. Поэтому неделю, на которую выпадала 10 ноября, в народе называли Пятницкой. В народе еще и назвали этот день Параскева Пятницы, потому что в этот день недели являлся днем страданий Божьих. Параскеву считали бабьей защитницей и хранительницей семейного очага, поэтому замужние женщины к ней обращались с просьбой укрепить брак и избавить от проблем в семье, а девушки послать достойного жениха. Для этого они шли в храм и стояли утреннюю службу. Параскеве молится и о сохранении домашних животных. Она исцеляет тяжелые душевные и телесные недуги, особенно лихорадку, зубную боль, помогает в случаях дьявольского наваждения. Она охраняет и семейное благополучие, и счастье, покровительствует торговле. Отсюда и известные в прежние времена пятницкие ярмарки. И считается, конечно, Параскева покровительницей воды. Ее образ нередко чудесно являлся на реке или в колодце, вследствие чего вода приобретала целебную силу. Даже сейчас еще ставят икону Параскевы при источниках над ключами и колодцами. Ну, а если у людей не было возможности посетить в этот день церковь, то, конечно, не возбранялось помолиться и дома. Главное это сделать от души и с чистым сердцем. 10 ноября нельзя было мыть голову, а также купать деток. Но если малыш болел, то шли к роднику, набирали водичку, а дома этой водичкой обмывали ребенка. И очень скоро он шел на поправку. На Параскеву не работали, под запретом была стирка белья и прядение. Позволительно было только трепание и смятие льна. В этот день даже был ритуал устраивать льняные смотрины, во время которых девушки вытрепывали лен-первак и хвастались перед будущими свекровями своим мастерством. Даже существовала традиция 10 ноября ходить в храм с букетом засушенных трав, чтобы их там освятить. Считалось, что этот букет является целебным. Сделав из него отвар, можно было исцелиться от всяких болячек. Также в этот день делали оберег. Брали кусок льна, наговаривали на него 9 раз молитву великомученицы Параскеве и прятали под подушку. Каждую пятницу доставали оттуда его, опять читали молитву и клали обратно. Считалось, что он может защитить от неприятностей и воздействия черных сил. Также сегодня, 10 ноября, ходили в курятник и брали из-под курицы яйцо, били его о порог и не смывали. Считалось, что таким образом можно очистить дом от всего плохого и внести в него новую жизнь, чистую как белок и солнечную как желток.
родившиеся 10 ноября, такие люди не умеют врать и не терпят чужой обман. У них большой талант к музыке, имеют сильный и властный характер. Их талисманом является оникс. Этот камень вдохновляет на новые дела и помогает черпать свежие идеи. Он защищает от опасных духов, порчи и сглаза. Конечно же, 10 ноября были и определенные запреты, что нельзя было делать сегодня. И, знаете, 10 ноября женщинам нельзя было ни с кем ругаться и выяснять отношения. Иначе скандалистка старость свою будет доживать в одиночестве. Всем остальным в день Параскевой Пятницы тоже не мешало держать свои эмоции под контролем, чтобы не навлечь на себя неприятности, беды и болезни. Кстати, смеяться и веселиться 10 ноября также не стоило, иначе скоро придется лить горькие слезы. А вот эмоционально спокойный день сулит в будущем размеренное течение жизни. Девушкам, которые еще не встретили свою вторую половинку, приметы запрещали именно мыть голову и расчесывать волосы, иначе еще год проведут в одиночестве. Хотя романтические знакомства и флирт будут присутствовать в жизни такой девушки, но они не приведут к серьезным любовным отношениям. А вот одиноким парням в день Параскевой Пятницы не рекомендуется есть жирную пищу. Сегодняшний пост подарит им хозяйственную и верную жену. Также нельзя было 10 ноября устраивать стирку, особенно постельного и нижнего белья. Можно под водой смыть счастье и удачу. Также в день Параскевой Пятницы не рекомендовалось менять постель, а также надевать чистое нательное белье, иначе обманут или обворуют. Запрещено было и беременным давать что-либо в долг 10 ноября. Можно отдать в чужие руки судьбу своего еще не родившегося ребенка. Даже близким лучше отказать, предложив дать нужную вещь или деньги в другой день. Кстати, и всем остальным в этот день лучше в долг ничего не давать, иначе можно свое счастье отдать нечистой силе. Нельзя сегодня, 10 ноября, идя в магазин, на рынок, в супермаркет, первым делом покупать промтовары. Лучше начать свои покупки со съестного, тогда по народной примете зима пройдет сытно и благополучно. Также сегодня, 10 ноября, не начинайте новое дело, поскольку оно потребует больших финансовых расходов, а также немалых физических и эмоциональных сил, но в итоге также не принесет никакого желаемого результата. Поэтому в день Параскевой Пятницы лучше закончить давно начатое. Это поможет стабилизировать материальное благополучие и даже наладить отношения с окружающими людьми. Также 10 ноября старайтесь поменьше смеяться, иначе потом будете плакать. Поэтому сегодня люди, наши предки, старались особо не веселиться и вести себя сдержанно. Также сегодня нельзя мыть полы, иначе на том свете придется в помоях валяться. И сегодня по возможности не мойте посуду. И вообще старайтесь в этот день меньше контактировать с водой. И сегодня, в день Параскевой Пятницы, вы можете у святой мученицы попросить всего того, что действительно вам не хватает или нужно в вашей жизни на данный момент. Это может быть связано и с работой, это может быть связано с личными отношениями, с вашей карьерой, со здоровьем и так далее. Итак, как нам сказать, чтобы святая мученица нас услышала? Итак, вам нужно произнести следующие слова. «О святая и преблаженная мученица Христова Параскева, святыми твоими молитвами буди помощница нам грешным». И называете имя или имена, если вы просите о чем-то для всей своей семьи. Ходатайствуй, да твоими молитвами сподобимся. И здесь вы говорите, что вы просите. И купно с тобою, да славословим и воспеваем Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.
Эти слова вы, друзья, 10 ноября можете произнести в любое время, то есть когда вы посчитаете нужным, но помним, говорим это в прекрасном настроении и с добрыми помыслами. Ну, а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 10 ноября 2021 года. Сегодня, 10 ноября, у нас с вами 6 и 7 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Водолей. Сегодняшний день, знаете, это такой день покоя, смирения. Он не подходит не для напора и каких-то активных действий. Также не ждите сегодня и неожиданных событий. Но с другой стороны, сегодня прекрасный день для завязывания знакомств, построения новых планов в рамках задуманного в начале лунного цикла. Также сегодня достаточно хороший день для поимки преступников. Этот день позволяет нам напитаться положительной энергией и почувствовать себя бодрее и сильнее. Приобщение к неземной энергии позволит постичь многие прописные истины, которые раньше были недоступны для понимания. Именно в этот день зерна можно отобрать от плевел, постичь, где правда и что было в реальности ложью. Интуиция, чувствительность, телепатия – все это может у вас максимально обостриться. Пророчества, предсказания, которые были сказаны в этот день, имеют все шансы сбыться, чем в любое другое время. Об этом говорит нам и один из символов этого дня – облако, которое трактуется как пророк, открыватель божественной истины. Как мы уже сказали, Луна будет находиться в знаке зодиака Водолей, и такое время дает нам возможность увеличить свое присутствие в мире, передать кому-то свои знания, опыт, получить или оставить хорошее наследство. Особое внимание уделите различным заведениям, благотворительным организациям, организациям научно-исследовательского характера, открытию чего-то нового в жизни или для своей дружбы. Рутинная работа сегодня будет плохо ладиться. Решение для обыденных проблем будет даваться трудно. Нужно больше времени отдавать новому, необычному и интересному. Будет полезным, если вы будете стараться ориентироваться на свое будущее. Но сегодня желательно реально давать оценку вашим возможностям и шансам. Не давайте брать верх воображению. У вас появится время обдумать все, прежде чем что-то высказать. Планета в таком знаке зодиака приносит нам различные сюрпризы, неожиданности, встречи с разными людьми. Особенно происходит повышение вероятности каких-то поломок, электрооборудования, бытовой техники и сбоев связи. Поэтому попробуйте уделить внимание хорошим вкусам и ароматам. Макияжу поднимайте сегодня себе настроение. Сегодня мы рекомендуем вам спокойно заниматься своими обычными делами. Не ругайтесь на свою жизнь, обстоятельства, на близких людей, потому что любому недовольству сейчас просто не время. Принимайте все таким, как оно есть сейчас в данный момент. Обращаем ваше внимание, что сегодня руководство будет настроено к своим подчиненным по-доброму. Клиенты также расположены благоприятно. Во многих сферах сегодня можно будет достичь успеха. Подумайте о каком-то важном проекте, о том, как вы можете достигнуть цели, получить желаемое. Сегодня предоставляется прекрасная возможность проявить свои умения и таланты. Также сегодня удачный день для научных каких-то исследований и групповой работы. Также день благоприятен для решения материальных и денежных вопросов для работы и бизнеса. Но при этом, что касательно денег, пожалуйста, деньги сегодня не давайте в долг. Что же касательно стрижки, то день, когда без лишних раздумий нужно сказать решительное нет стрижке, укладке, наращиванию и всему, что касается волос. Потому что этот день не подходит для визита к парикмахеру. Все вышеперечисленное не принесет, к сожалению, вам пользы и, скорее всего, ослабит и заберет энергию у ваших волос. Волосы будут казаться безжизненными, а секущиеся кончики неприятно напомнят о себе. Если у вас возникла идея начать оздоровительный курс,
то делать сегодня этого не стоит. Вы просто потратите ваши деньги впустую. Также, пренебрегая этим простым запретом, вы рискуете вместе с волосами потерять и свое здоровье. Несмотря на все это, день обещает быть достаточно приятным и насыщенным событиями. Что же касательно окраски волос, то волосы сегодня лучше не красить. Это может расстроить ваши отношения с коллегами. А если вы решили делать прическу, то сделайте сегодня именно строгую прическу и зафиксируйте ее лаком.